Всем привет, мои друзья! Вы на канале Art Build Channel. Сегодня будет небольшой обучающий урок о дисплейных модулях и дисплеях с тачскрином. Дело в том, что последние модели телефонов продаются дисплейными модулями. И выглядят они примерно вот так. Дисплей приклеен к тачскрину, и он как бы неразборный. А дисплей с тачскрином выглядит примерно вот так. Это образец просто, чтобы вам показать. На самом деле на Samsung тачскрин встроен в дисплей. И в чем же суть ролика и какая же проблема? Некоторые люди, разбив стекло, покупают в Китае только тачскрин или только стекло. Потому что китайцы их уже начали продавать. А что же с ними делать? Некоторые люди не знают, и поменять их тяжело. Давайте я вам сейчас продемонстрирую. Вот, например, берем Huawei G620. Видите, вводим тачскрин, и у нас вот есть множество тачскринов. Вводим дисплей, вот у нас есть только дисплей. Что ж, давайте перейдем к телефону, который был у меня в правой руке. LG. Вот видите, у нас есть стекло, кстати, здесь стоит, и есть дисплейный модуль. Побив экран, что вы купите? Конечно же, стекло за $3, а не дисплей за 20. И когда он к вам придет, что вы с ним сделаете? Ничего. Так и здесь. Например, Oukitel K6000 Pro. Вводим тач. Как видите, у нас есть тачскрины и есть модули. Модуль стоит $27, тачскрин 7. Что купите? Естественно, тачскрин. По приходу, что вы с ним сделаете? А ничего. Итак, давайте еще покажу. Лежит дисплейный модуль. Если вы купите на него стекло, вы его не сможете поменять. Его поменять очень сложно, и у вас вряд ли это получится. Или, например, вот, если брать этот телефон, если у нас отдельно тачскрин и отдельно дисплей, некоторые продавцы продают склеенные, но вам в этом случае купить лучше отдельно тачскрин. Также хочу вам рассказать, что во всех новых Samsung и новых айфонов стоят дисплей отдельно, стекло отдельно, так же как и здесь. На них вы практически поменять сможете легко, так как здесь стоит AMOLED дисплей. Внутри его встроен тачскрин, он не боится влаги и он не такой хрупкий, как обычные дисплеи. И если вы захотите, вы с легкостью сможете поменять стекло. Ролики есть на моем даже канале, и в YouTube их полно. Что же касается таких дисплеев обычных, склеенных тачскрином, это сложная уже история. Позже в моих роликах увидите, как это меняется. Итак, и давайте наконец-то дойдем до мысли. У меня вот есть 4 телефона. У них у всех побитые стекла. И прежде чем купить на них либо тачскрин, либо дисплейный модуль, их нужно проверить. А как же их проверить? Смотрите. Берем, например, пачку из-под сигарет, вашу карточку, жвачку или что-нибудь еще, любую вещь, на которой есть написан мелкий текст. Приставляем ее к мобильному телефону и смотрим. Вот смотрите, видите, у нас в данном случае текст очень четко отображается в отражении. Это значит, здесь стоит в телефоне дисплейный модуль. Так как дисплей от тачскрина не имеет прослойки и картинка не расплывается. И за счет этого на телефонах получается угол обзора больше. Давайте возьмем, например, вот этот Huawei. Представляем его. И как видите, у нас картинка двоится, текст и цифры. Как будто бы у нее появляется тень. Из этого мы делаем итог, что здесь стоит тачскрин. Такое же, как стекло примерно. За счет прослойки между дисплеем и тачскрином получается такая тень. И здесь меня только тачскрин. Вам
не обязательно покупать дисплейный модуль. Также здесь, смотрите, тут расстояние от дисплея до тачскрина еще больше. И тень у нас еще больше. На этой модели тоже только тачскрин. И возьмем еще один телефон. А здесь, видите, тоже картинка четкая. Естественно, на этом телефоне нужно менять дисплейный модуль. Итак, вот мы определились. Здесь меняем дисплейный модуль, здесь тачскрины. Как поменять тачскрины? Это совсем легко. Примерно вот так. Просто греем и просто пленкой срезаем. Видите, пленка заходит за дисплей, и она видна. За тачскрин, и она видна. Вот снимается тачскрин. И вот отдельный дисплей. Ну а как же поменять тачскрин на дисплейном модуле? Это сложно, но возможно. Есть три способа. Можно разъединить дисплей от тачскрина и оставить просто дисплей и поставить такой же тачскрин, чтобы была между ними прослойка. Сделать так, как в старых телефонах. И оставить вечно снимающийся тачскрин. Также можно пленкой АК клеить, но это нужно очень дорогое оборудование. Также можно клеить ультрафиолетовым клеем Лока. Скоро я буду на своем канале показывать, как это делать. Это не так легко, нужно много тренировок и терпения. Так что, чтобы не пропустить, здесь внизу обязательно подписывайся на мой канал. Также там рядом нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить это новое видео. Всем спасибо, ставим лайк, пока.